Bluetooth-колонка, которая использует технологию 360 градусов Immersive Sound Bass Up для улучшения низких частот. Также данная модель оснащена функцией PatiCast для подключения более 100 штук подобных колонок, подсветкой в виде двух колец с нижней и верхней части, удобное управление, время автономной работы до 12 часов, водонепроницаемость IPX7 и, как вы уже поняли, данные характеристики я, как и вы, прочел в рекламе колонки второго поколения от анкеров Anker Soundcore Flare 2. А как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Вы же знаете, что я все от анкеров обозреваю, покупаю и рассказываю. Поставляется данная колонка в коробке из плотного картона. Мы видим внешнюю часть упаковки из тонкого картона, которая выполнена в стандартном стиле компании с изображением, названием и краткими характеристиками модели. После чего мы видим круто исполненную внутреннюю часть упаковки. Пакинг отличный, в комплекте мы имеем саму колонку, неплохой кабель USB Type-C, а также краткое руководство. Вес данной колонки 600 граммов, а габариты 151 на 89 на 89 миллиметров. Колонка не особо крупная, но имеет приятный вес и пустышкой не ощущается. К слову, кто не подписался, не забудьте подписаться на канал, написать в комментах, что еще купить на обзор. Ну а всем, кто оставит комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 ми-бендов 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Если есть еще какие-то конкурсы, они в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Зайдите, увидите, подпишитесь точно. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводной колонке. Полетели! Приобрести Anker Soundcore Flare 2 можно в черной и синей расцветке. Корпус выполнен из пластика и большая часть колонки обшита тканью. К слову, как по мне, в черной расцветке ткань выглядит поинтереснее, чем в синей. Наверху и на дне есть глянцевые пластиковые вставки, которые являются кольцевой RGB подсветкой. Выглядит подсветка интересно, светит ярко. К слову, в прошлой модели была подсветка только на дне. Да и внешне Flare 2 от предшественника сильно не отличается. Flare 2 имеет 5 эффектов подсветки, такие как вечеринка, переливающийся бит, пульсирующий бит, лучи по кругу и свежее дыхание. Отключить подсветку можно, что хорошо. Ко всему есть интересная игра. Кто следующий? Необходимо загадать цвет и запустить режим, после чего колонка рандомно выбирает один цвет. Для того, чтобы убить время в компании, это дело очень даже подойдет. Минус подсветки заключается в том, что верхнее кольцо светит слегка ярче, чем нижнее. Конечно, в этом нет ничего критичного. На дне колонки можно увидеть краткую информацию, которую разместили на антискользящей поверхности. Колонка при воспроизведении музыки на 100% громкости не прыгает, не передвигается, вибрации глушатся хорошо и в целом стоит она устойчиво. На корпусе, кроме вышеперечисленного, расположили лейбл Soundcore, встроенный микрофон для звонков. Разговаривать через колонку можно, вдобавок микрофон отрабатывает хорошо. Далее есть разъем USB Type-C с прорезиненной заглушкой, а рядом с ней расположили две физические кнопки, такие как кнопка включения-выключения технологии Bass Up и кнопка Bluetooth сопряжения. Обе кнопки имеют подсветку, область управления, которая находится на верхней части, выполнена из матового тактильно-приятного пластика. Мы имеем две кнопки регулировки громкости, кнопку включения-выключения колонки, кнопку для управления подсветкой, многофункциональную кнопку с логотипом Soundcore и LED-индикатор. Многофункциональная кнопка может выполнять следующие команды: play-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова и вызов голосового ассистента. Нажимаются кнопки мягко с глуховатым щелчком. Отмечу, что если боковые кнопки различить на ощупь не составит труда, то кнопки, расположенные на верхней части колонки, распознать уже не так легко. Как по мне, можно было бы сделать более рельефные кнопки. На нажатие колонка откликается хорошо и быстро. Есть голосовые подсказки, которые сопровождаются системными звуками. Их можно отключить в приложении, если необходимо. Как вы уже поняли, AUX входа или разъема под microSD нет, к нашему сожалению. Материалы хорошие, качественные, не марки. Как по мне, она может прослужить достаточно долго. Оснащена Anker Soundcore Flare 2 двумя динамиками, двумя пассивными излучателями и DSP чипом. Общая выходная мощность 20 Вт, частотный диапазон от 50 Гц до 20 кГц. Используется технология 360 градусов Immersive Sound, технология Bass Up, повторяюсь, также на борту, как и функция PatiCast, что позволяет соединять 100 колонок от Soundcore одновременно. Напишите, неужели есть те, у кого есть хотя бы 5? Хотя, может быть, у каких-то блогеров, если они сотрудничают с производителем, 100 колонок. 100. Куда их запихивать? Как их заряжать? Ну ладно, но все равно технология интересная. Заряд аккумулятора в шторке смартфона отображается. Мультипоинта на борту нет, а очень хотелось бы. Анимации при подключении нет, что стандартно, только в приложении выскакивает окошко при первичном
первичном подключении. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством, автовыключение на борту, и данную функцию можно настроить в приложении от 5 минут до 60 минут. Далее, емкость аккумулятора 2600 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 40 минут. Время автономной работы по моим тестам на громкости около 50% достигает 8 часов. И результат хороший, но если слушать на 100% громкости, долго она не протянет. Во время подзарядки использовать ее можно. Водонепроницаемость класса IPX7, конечно, я протестировал ее на водонепроницаемость 30 секунд. С колонкой ничего не произошло, звучание не ухудшилось и под заглушку вода не попала. Конечно, бросать ее намеренно в воду я не советую, особенно в соленую. Приложение Soundcore доступно на русском языке и перевод отличный, как и сам интерфейс. На стартовой странице с подключенной колонкой мы имеем заряд, но не в процентах, за что минус. Далее иконка play-пауза, ползунок регулировки громкости, настройка подсветки, эквалайзер с 4 неплохо настроенными предустановками, а также 9-полосный кастомный эквалайзер, что удобно. Включить-выключить технологию Bass Up в приложении можно, как и настроить автовыключение, обновить прошивку, и мне обновления уже прилетали. Отмечу, что в приложении есть функция белого шума с несколькими предустановками, но можно создать и свой белый шум, используя различные звуки, которые есть в приложении. Одновременно можно использовать 3 звука. Bluetooth версии 5.0, что неплохо. Из кодеков только SBC, к яблочным девайсам, компьютерам, ноутбукам и тому подобному колонка, разумеется, подключается без проблем. Связь со смартфоном колонка держит хорошо, радиус действия, по моим тестам, около 16-18 метров без потери звука. Задержка при просмотре видео на YouTube и фильмов приемлемая, а в играх, разумеется, задержка заметна. Примеры вы сейчас увидите на экране. Blue team has scored for the first time! Nice shot! No mercy! Звучание. Запаса громкости достаточно, учитывая габариты. В метре от колонки уровень шума составляет в среднем 95 дБ. Звучание объемное и хорошо сбалансированное, даже выше 85% громкости нет перегрузов. Стоковое звучание без применения предустановленных эквалайзеров и технологии Bass Up чистое и, разумеется, плосковатое. С технологией Bass Up бас плотный и звучит качественно. Средний бас в наличии, середина имеет хорошую проработку, верха звучат приятно и отчетливо. Детализации звучанию достаточно. Для классической музыки Flare 2 подходит, как и для популярной музыки не только. Автоувеличение громкости при прослушивании музыки, в которой преобладают низкие частоты, отсутствует, что хорошо. Для примера звучания я вставлю небольшое видео с музыкой на колонке, но напоминаю вам, что звук, который вы слышите у себя на смартфоне, планшете, в наушниках, на колонке или ноутбуке, далек от настоящего звука. На этой или любой другой колонке или наушниках влияет много факторов, начиная от моего микрофона, на который я записываю, рендера, после этого обработки YouTube, после этого обработки вашим ЦАПом и после этого уже выход на ваш источник звука. То есть вы понимаете, что то, что слышу я, абсолютно не то, что будете слышать вы. Но по просьбам подписчиков пример я вставляю. В любом случае, кому-то, возможно, это будет полезно.
Минусы: кнопки можно было бы сделать рельефными, нижнее кольцо подсветки светит менее ярко, нет мультипоинта, нет AUX разъема. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телегу мою, взаимопомощи и скидок. Сейчас, кстати, идет распродажа. Если я успел ролик сделать, то круто. Может быть, вы успеете что-то очень-очень выгодно купить. Резюмирую. Беспроводная колонка Anker Soundcore Flare 2 – хороший вариант для покупки в этой ценовой категории. Отмечу: удобное управление, хороший встроенный микрофон, качественное звучание и отличную сборку из хороших материалов. Не забудьте подписаться на канал, девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!